Значит, я тренер, как сказал, тренер-преподаватель. Также являюсь, ну, как бы действующим спортсменом, ветераном уже. Также я заметил, что хруст моих связок уменьшился. Даже, я стал, как бы, ну, смотрю, что гибкость стала лучше, что именно терморегуляция, вот ты заходишь в холодный душ, это просто легко. Насыщение, как бы ты берешь, вот, например, кушаешь, и понимаешь, что ты очень быстро насыщаешься, и потом какие-то моменты даже пропускаешь приемы пищи. При этом это не отражается на потере мышечной массы. Ну, то есть общая энергетика организма, она поднялась. Здрасте. Да, Дмитрий, здравствуйте, здравствуйте. Очень рад вас слышать, видеть. Хорошие люди. Мы находимся сейчас в лагере в детском. Здесь просто меня окружают мои ученики. Здравствуйте. Вот, Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Вот. И сейчас я готов, конечно, пообщаться. Это под Казанью, лагерь в лесу. Заповедная зона, Раифа. Все замечательно. Отлично. Вы по специальности тренер? Да, тренер-преподаватель. Раньше был тренер-преподаватель, но у нас, как сказать, общество все урезает, все льготы для нас. Сейчас сделали тренером уже. Угу. Но это не мешает вам продолжать вашу деятельность? Нет, я люблю свою профессию, можно сказать, это мое призвание. Хорошо, хорошо. Давайте тогда расскажите, пожалуйста, нам историю про синтезит. Как вот вы про него узнали, как вы его почувствовали, какие у вас результаты, сколько вам лет, естественно, вес, как принимаете? Хорошо. Значит, я тренер, как сказал, тренер-преподаватель. Также являюсь, ну, как бы действующим спортсменом, ветераном уже, можно сказать. Значит, меня Дмитрий зовут, Казань. Мне 43 года. Вот. Я выступаю по легкой атлетике, естественно. Сам мастер спорта, то есть закончил где-то в 30 лет, наверное, так профессионально заниматься. Но до сих пор я поддерживаю как бы форму. Это мне нужно для того, чтобы и как бы более практически я мог показать прыжок своим ученикам, то есть не так на пальцах объяснять, сидя на стуле в то же время. И, ну, то есть я себя держу в форме постоянно, то есть тренируюсь как профессионал, можно сказать, но не выступаю. То есть я выступаю именно в своем регионе, в Татарстане со своими прыгаю, и в то же время уже выступаю как 5 лет в ветеранском спорте. Хотя ветеранский спорт с 35, но так как мне 43, и я выступаю в категории 40+, ну, уже где-то получается около 5 лет, да. И с первого момента, как начал выступать, всегда выигрываю. То есть я уже забыл, сколькикратный я чемпион России по ветеранам. Вот. И, соответственно, я держу себя в форме, естественно, все моменты, связанные с здоровым образом жизни, с активностью, естественно, как тренер, как спортсмен, естественно, ищу варианты, чтобы быть в хорошем состоянии, в спортивном состоянии, да и не только, чтобы мне это помогало и тренировать своих учеников, самому тренироваться, выступать, ну и, естественно, по жизни, чтобы еще сил хватало на семью. У меня есть семья и 2 детей. Вот. И, естественно, я развиваюсь в плане и информационно, смотрю, какие методики есть, какие есть БАДы незапрещенные. И, естественно, то, что вот именно новенькое, интересненькое, я пытаюсь как бы найти и как человек-экспериментатор сперва пробую на себе. Вот. И вот как-то в Ютубе или не в Ютубе, в интернете я нашел синтезит, посмотрел отзывы и решил, а почему бы и нет, попробовать. И заказал 1 баночку. Это было уже, получается, в тот момент. Нет, я о нем год назад, кажется, узнал. Так посмотрел, подумал, и как-то это все ушло. И вот как наступил вот этот пандемия, коронавирус, естественно, стал больше в интернете, и опять вот так увидел, да, ну все, решился, закажу баночку и посмотрим, что будет, как это все будет, ляжет на мою подготовку, вообще на состояние. Это где-то было, наверное, в марте я заказал первую баночку и стал принимать по 1 капсуле.
с утра. То есть я прочитал где-то с утра и плюс запивал водой с витамином С, растворимым таким, порошковым, чтобы побольше. Где-то я прочитал, что это более как бы активно, наверное. Ну и так начал употреблять. И где-то вот, соответственно, я веду здоровый образ жизни, не курю, не пью. Как говорится, это мне мешает и не нужно, естественно. И очень хорошо чувствую свой организм. На определенные моменты, когда я употребляю что-то, делаю какие-то тренировки, связанные со своим, как сказать, профессиональной деятельностью. И также смотрю, как это отражается на моей активности тренерской, потому что я понимаю, что тренер должен быть, помимо таким профессионалом, он должен быть активным, потому что я тружусь с детьми, и им очень нравится, когда тренер веселый, жизнерадостный. Это сохраняет очень высокий уровень тренировки, и дети не разбегаются, как говорится, с ними играешь постоянно и общаешься. То есть не так просто. Ты пришел, там, дал работу и до свидания. И это очень много забирает сил. Вот не физических, а эмоциональных, то есть ментальных, при котором ты понимаешь, что дети, они как немножко такие вампирчики. И, соответственно, мне очень важно мое энергетическое состояние. Я его так называю, это получается и эмоции, и как моя голова работает. И я стал принимать препарат и заметил, что, я стал больше делать дел. То есть вот планирую делать, так, пойду, сделал, потом смотрю еще, а ну-ка давай я сейчас начну еще. Я и так вставал иногда рано утром, бегал кроссы, а здесь просто и сон как-то стал такой более крепкий, и просыпаться стал в определенно, даже ставлю установку, 6 часов я проснусь и кросс побегу, и раз без 5-6 я встаю и бегу кросс, и понимаю, что выносливость стала лучше. Ну, такой легкий кроссик, дыхание такое, спокойно все выполняешь, тело какое-то мягкое стало, да, и потому что мягкое, это, то есть гибкость стала, подвижность очень хорошая, потому что я по себе постоянно тренировки провожу, и стал замечать, что мой вид, я сейчас скажу, легкая атлетика, а прыгаю я шестом, если так, экстремальный такой вид. Значит, это вид дисциплина, которая требует и координацию, и скоростно-силовые качества. То есть мы знаем, что чем выше в возрасте, скоростно-силовые качества, они начинают угнетаться, то есть со временем. Потому что это требует и большая нагрузка на опорно-двигательный аппарат, и скорость. И получается, что при определенных вот этих прыжках идет очень сильная нагрузка на опорно-двигательный аппарат, и многие заканчивают из-за чего? Потому что у них начинают там и связки болеть, и позвоночник, а так как прыжок шестом – это большая нагрузка на поясничный отдел, да и на все связки. То есть многие люди прекращают именно прыгать из-за того, что у них тело не держит уже, они чувствуют. А я смотрю, что гибкость стала лучше. Как это определяюсь? Определенные упражнения в разминке. Также я заметил, что хруст моих связок уменьшился, даже в принципе ушел. То есть когда я повороты делаю, хрясь, а сейчас вот делаю разминку, вот эти скрутки все, и чувствую, что вот перестало хрустеть. Вот, явно. И мягкие мышцы стали мягче. И вот сейчас я готовлюсь к новому сезону, получается, летом планирую где-то в конце сентября выступить в Адлере, у нас там чемпионат, и я веду дневник спортивных своих результатов, и смотрю, реально динамика стала лучше в плане объемов на скоростно-силовую нагрузку, я стал выполнять больше. И с тренировки даже стал уходить менее уставшим. Это очень мне интересно, это очень дает мне перспективу на то, что и сил хватает на своих учеников, и, как я еще повторился, и на меня, и на семью. То есть эмоциональный уровень вырос, то есть меньше стал озлобленным, потому что когда силы уходят, немножко начинаешь раздражаться по мелочам, а здесь уже и даже шутки какие-то стали, то есть общая энергетика организма, она поднялась, я это чувствую. Я это чувствую и констатирую, что это действительно так. И, соответственно, я как человек, наверное, можно сказать, такой позитивный, и мне очень нравится много делать хорошего.
в прямом смысле, да, то есть мне хочется сделать людям приятное, создать какую-то атмосферу, либо создать какие-то ситуации, где помимо меня людям было бы приятно. А для этого нужны силы, эмоциональные и физические. Их стало больше, и дел добрых стало больше. И это меня очень сильно как бы радует. Вот. Ну да, да, согласен, согласен. Насчет детей, на самом деле, да, замечание такое, там даже не то, что вы знаете, как бы вампиризм, мне кажется, то, что просто дети, вот если вы вспомните себя, когда вот вы были молодой, да, то есть тебе сил хватает всегда на все. То есть вместо того, чтобы идти, ты куда-то бежишь. Вот, потом ты прибегаешь домой, там вот это сделать, то сделать. У них просто уровень энергетики другой. И синтезит именно дает возможность, мне кажется, восполнить эти силы, и просто тебе хватает так же, как им. И поэтому вот... Они диктуют, вот правильно ты сказал, действительно, у них очень большой энергоресурс, и им постоянно надо движуха. И если тренер вовремя попадает в эту движуху, то есть понимает, вот здесь дал, вот здесь заметил, они внимание еще требуют, потому что любое выполненное упражнение, они требуют оценку, то есть тренер, о, молодец. То есть, я понимаю, что у меня стало больше сил, и я стал обращать больше внимания, больше хвалить, больше как бы энергетически поддерживать. И это очень сильно отражается на их деятельности, как я и сказал, что они больше хотят сделать. И, соответственно, я придумываю больше упражнений интересных, больше игр даю. Это, реально общая энергетика возрастает, что и как бы выражается в моей деятельности. Это здорово вообще. Ну, отлично. Просто на уровне с ними постоянно находишься, и поэтому все идет так, как должно идти. Круто, да. А по поводу суставов тоже, вот у меня, кстати, раньше очень сильно вот этот вот момент хрустел. То есть, если бы, допустим, я синтезит не пил, мне кажется, вы в микрофон бы услышали, как это хрустит раньше. Вот. Сейчас вот минимальный какой-то хруст остался, но я употребляю уже его, там, грубо говоря, там, с ноября, да, но все равно, то есть, и у меня шея перестала болеть, тоже все вот эти моменты просто перестали. Все абсолютно подвижно, ничего не хрустит. Я полагаю, то есть я, естественно, заканчивал институт спортивный, это Московская государственная академия физической культуры в Москве, бывший КСАЛИФ имени Ленина. То есть все предметы анатомия, физиология, биохимия мы проходили. Ну, естественно, я до сих пор, как бы, как я и сказал, выше, что я именно ищу варианты, чтобы поднять общую работоспособность, найти какие-то определенные методики, чтобы постоянно двигаться. И вот я понимаю по себе, что вот могу сказать, что он очень сильно увеличивает микроциркуляцию. Очень сильно. То есть и своеобразная чувствительность кожи стала лучше. Могу сказать, что когда вот, я обычно увлекаюсь, как бы сказать, контрастным душем, да, или такими закаливающими процедурами, что именно терморегуляция, вот ты заходишь в холодный душ, это просто легко. И в то же время я заметил, что вот, бывают перепады сейчас большие, в Казани тоже жара, и под 40 было, на солнце прям выходил. Организм очень как бы быстро вырабатывается. Вообще, то есть что жара, что холод, он быстро включается, этот климат-контроль внутренний. И я думаю, что это связано тоже с этим препаратом, потому что это действительно, я заметил, что и терморегуляция очень быстро включается. Вот такие моменты. Да, и память, конечно, может в комплексе. Но, в принципе, так как я веду здоровый образ жизни, да, естественно, у меня и продукты питания, я слежу за своим рационом, то есть больше живой пищи, как я ее называю, правильно. И заметил еще одно, что объемы употребляемых продуктов стали меньше. Да, то есть насыщение, как бы ты берешь, вот, например, кушаешь, и понимаешь, что ты очень быстро насыщаешься, и потом какие-то моменты даже пропускаешь приемы пищи. При этом это не отражается на потере мышечной массы, как я вот чувствую, потому что я веду дневник, и даже визуально, можно сказать, и венозность повышается, то есть стали вены видны такие хорошие, и при этом как бы объем мышечной массы не уходит. То есть вот это вообще, для моего вида спорта очень важно не набирать вес лишний, но при этом, чтобы скоростно-силовые твои качества не росли. Соответственно, это, можно сказать, большой плюс моей подготовки. Да, согласен. Я еще заметил, что пампинг мышц, наполненность кровью увеличивается, когда синтезит употребляешь. Да. И мышечная боль после выполнения нагрузки, в принципе,
делаешь, даже я стал меньше делать количество подходов. Вот я заметил. То есть я делаю не потому что как бы, то есть эффект достигается вот даже в меньших количествах подходов, но больше повторений. То есть эффект достигается. Надо было больше пробивать, там 3-4 подхода. Сейчас достаточно 2 активных подходов, при котором мышца очень быстро наливается, но при этом на следующий день ты чувствуешь, что таких болевых ощущений вообще нет в мышце. То Ну есть, да. получается, ты можешь делать больше технических тренировок, что очень важно в моем виде спорта, прыгать с шестом, то есть разбегов, потому что если у тебя недовосстановленные мышцы, это очень сильно отражается и на жесткости шеста, и на твоем движении. Ну да, кстати, а Дмитрий, а вот с чем вы связываете тот факт, что, к примеру, у многих мышцы на следующий день перестают болеть или через день, хотя раньше болели там 3-4 дня, вот как профессионал? Я связываю это, скорее всего, с качеством крови. То есть быстрее продукты распада выходят из мышц, также закисленность организма, думаю, минимальна. Ну, то есть это вот, и еще у меня очень такой, да, вот это связано с кровью, потому что я понимаю, чем более пластичная кровь, такая не густая, она заставляет быстрее восстановиться, потому что именно кровь, она способствует и насыщению мышц, и росту мышц, она переносит помимо кислорода и все аминокислоты, которые строят наши мышцы, и, соответственно, также является таким как бы очистителем. Лимфа тоже является очистителем, ну, соответственно, и кровь. И очень хорошее название. Почему я зацепился за название железа? У меня есть такое, именно это мое мнение, в такое понимание, что мы как бы за счет железа еще создаем какую-то электромагнитную оболочку. Вот это у меня такое понимание. И именно железо является как бы тем субстратом, который, или таким химическим элементом, который делает наше тело более активно в магнетическом смысле, потому что я делал упражнения еще на зарядке специально, волчки вращаясь, так это у меня такое понимание, магнитные раскрутки, это уже, можно сказать, такое свое видение, то есть я покручусь по часовой стрелке одно, покручусь против часовой стрелки, как раз даже замечал, что меньше голова стала кружиться, там раскрутишься 20 оборотов быстро, и тебя не так ведет, то есть как космонавт. Есть такое, да. Вот, и, соответственно, у меня, почему я зацепился за вот это название железо, и в моем понимании, если ты ментально как бы представляешь себя как электричество, да, а железо, мы знаем, что это проводник электричества, то, соответственно, все твои мысли, все твои действия через вот этот ментал, через образное мышление, оно тебя усиливает. Вот это у меня такое вот видение. Ну, сугубо лично, как авторские права. Хорошо, хорошо. Примем обязательно к сведению. Хорошо, хорошо, отлично. Спасибо большое. Очень информативно, очень подробно, тем более от профессионала такого уровня, как вы, это все услышать. Спасибо вам большое за интервью. Кстати, Дмитрий Мурзин, с которым вы нас познакомили, он, да. Да, мы очень плотно общаемся, он тоже как бы в направлении, да, очень такой, ну, можно сказать, он мой учитель, ну, не учитель, а коллега именно в том направлении, чтобы совершенствовать себя, совершенствовать этот мир, а я постоянно цепляюсь за те вещи, которые мне дают большое количество энергии, да, вот, и понимаю, что то, что вы делаете, ребята, я очень благодарен, реально. Пусть это люди услышат, что в наше как бы такое трудное время, да, немножко такой сказать деградация, где в основном алкашка, вот что все происходит, вы, наверное, как палочка-выручалочка тем людям, которые дают возможность именно как неофициальная медицина воспользоваться этим средством для того, чтобы делать этот мир лучше. Я от души благодарен. Я знаю, что вы готовитесь к соревнованиям. Желаю вам хорошей подготовки, отличного настроения и чтобы все детишки вас слушались и шли с вами только вперед. Да, так и происходит. Они меня очень любят. Хорошо. Спасибо большое за интервью. Всем привет. До свидания. Да, всего доброго. До свидания. До свидания.